Плановый осмотр вариатора и торг-драйвера, который следует выполнять в начале мотосезона. В этом видео будет изложена информация как из мануала, так и из личных наблюдений. Начнем с вариатора, он же ведущий шкив. Откручиваем гайку крепления вариатора. Я применяю самодельный стопор. Гайка под ключ на 17. Резьба стандартная правая. Момент затяжки этой гайки из мануала 3,8 кг на метр. Достаем и разбираем вариатор на составные части. Это ответная шестерня храповика кикстартера. Редко выходит со строя. Признак неисправности – проскальзывания кикстартера. Это происходит из-за слезавшихся зубьев данной шестерни. Зубья можно поправить шлифмашинкой. Внутри имеются шлицы. Пластиковая крыльчатка вентиляции вариатора. Шайба. Неподвижная щека вариатора. По своей окружности имеет зубья для зацепления бендикса электростартера. Неубиваемая деталь. Внутри имеются шлицы. Втулка вариатора или втулка подвижной щеки. Паук, как и неподвижная щека, также неубиваемый. Подвижная щека вариатора. Проверяем плоскость щеки на предмет износа. Для этого нужно приложить ребро линейки или штангеля. Если просвечиваются зазоры, щеку лучше заменить. Эти зазоры будут негативно сказываться на скоростных характеристиках скутера, способствовать пробуксовке ремня и его повышенному износу. Также следует осмотреть обратную сторону. Здесь мы видим три направляющие. Они также могут иметь следы износа. В некоторых случаях и вовсе могут быть сломанными. Обычно такое случается, если пользователь не установил слайдера на паук вариатора. Слайдера также могут ломаться. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Ролики вариатора. В стандартной комплектации вес одного ролика составляет 8 грамм. Наружный диаметр 16 мм. Предпочтительно, чтобы все ролики имели одинаковый вес. В процессе эксплуатации ролики могут изнашиваться. Мануал нам говорит, что ролики следует заменить, если их наружный диаметр уменьшился до 12,4 мм и меньше. На практике же имеет место быть вот такой износ. Ролики стерлись с одной стороны. Такие ролики, естественно, подлежат замене. На скутере с коротким вариатором, колесный диск на 10 дюймов, как у меня, используется ремень 669 на 18,1. Для скутеров с длинным вариатором, колесный диск 12 дюймов, ремень имеет маркировку 729 на 17,5 или 17,7. В мануале для 139-го мотора предел износа ремня, после которого следует замена, составляет 17 мм в широкой его части. Переходим к ток-драйверу. Для блокировки колокола сцепления также использую самодельный стопор. Гайка под ключ на 17, но бывает и под ключ на 10. Момент затяжки согласно мануалу 5,5 кг на метр. Колокол сцепления. В мануале упоминается про внутренний диаметр колокола 107,5 мм, после которого следует замена. Штука массивная и надежная. Гайка под ключ на 28. Она держит плиту с колодками сцепления. Видео о разборке и смазке торг-драйвера по ссылке в подсказке. Плита с колодками сцепления. Мануал рекомендует менять колодки, если их толщина снизилась до 2 мм. Вполне ресурсная деталь. Пружина торг-драйвера. Никаких проблем с ней не испытывал. Мануал же утверждает, что пружину следует заменить, если в расслабленном состоянии ее высота составляет 93 мм и меньше. Крышка штифтов или направляющая пружины. Подвижная щека торг-драйвера или ведомого шкива имеет 3 скошенных прореза, направляющие. Существует минимум 2 модели торг-драйверов с разной шириной направляющих и, соответственно, разными диаметрами штифтов. Более того, штифты под меньший диаметр направляющих цельные, а под увеличенные прорезы штифты оборудованные подшипниками скольжения. Одна из неисправностей – это деформация направляющего прореза. Нижнее резиновое кольцо на торг-драйвере справа установлено неверно, слева правильно. Снаружи установлены 2 резиновых кольца, которые предотвращают выброс смазки за пределы крышки штифтов. Верхнее резиновое кольцо имеет внутренний диаметр 41 мм и толщину 1,6 мм. Нижнее кольцо имеет внутренний диаметр 43 мм и толщину 2 мм. Внутри установлены сальники, которые призваны защитить ремень и колокол сцепления от забрызгивания смазкой торг-драйвера.
Эти сальники, в отличие от наружных резиновых колечек, любят терять свои способности к удержанию смазки. Но, к сожалению, пока найти запасные не удалось. Оба сальника имеют одинаковый размер – 39 на 34 мм. Может, вам повезет их найти. Хотя, скорее всего, задумка производителей такова, что лучше заменить подвижную щеку в сборе вместе с сальниками. Поэтому саму щеку хоть и редко, но можно найти в продаже. Но, скорее всего, это будет какая-нибудь тюнинговая деталь. Неподвижная щека торкдрайвера. Внутри установлены подшипники. Нижний подшипник игольчатый. Верхний шариковый. Бывают случаи, когда штифты разбивают свое посадочное место на валу неподвижной щеки торкдрайвера. Тогда только замена самой щеки. На этом все. Спасибо, что смотрели. Пока.